Здравствуйте, друзья! Сегодня на обзоре необычное транспортное средство. На первый взгляд это банальный такой детский самокат, но на самом деле это полноприводный, всепогодный электросамокат. И вот, собственно, владелец этого самоката проехал на нем уже 3000, ну скажем так, больше 3000 километров, что для самоката, по-моему, весьма внушительно. Илья, привет! Я знаю, что ты используешь этот самокат как повседневный автомобиль. Несмотря на то, что у тебя есть автомобиль, ты все равно используешь самокат для поездок на работу почти каждый день и по разным другим необходимым ситуациям. Сколько максимально километров ты проехал за день на этом самокате? Привет, Федор. Да, я действительно использую автомобиль где-то 15 лет. И последние 3 года езжу на самокате. Я позже объясню, почему. Рекорд у меня летом прошлым получился 81 километр за день, а зимний 59. Сколько в среднем у тебя получается проехать в день километров? Ну, если абсолютных средних цифрах, то это где-то 25 километров в день, но чаще получается 35-40. Это, в принципе, как обычные люди проезжают на машине. Ну, я на машине проезжал обычно 50, но тут с учетом того, что ты используешь транспорт, еще, допустим, МЦК или метро, то если посчитать, то выйдет больше. Самый главный вопрос – это стоимость твоего самоката. Вот то, на чем ты ездишь. Сколько стоит? Вопрос как бы сложный, потому что в данном случае это кастомный все-таки самокат, собран из донора. И если рассчитывать стоимость нового донора, плюс доработки, и в зависимости от того, какие нужны цели, не всем нужны те характеристики, которые у меня реализованы. Но если брать только стоимость донора, то порядка 40 тысяч рублей, наверное, стоит. А вообще эта модель трудно оценить, наверное, 1150. 150 хорошая сумма. Ну, всех хотелок, экспериментов, которые я над ним проводил, я думаю, что если прикинуть, посчитать, то где-то, наверное, в эту сумму выйдет. С какой максимальной скоростью можно на нем передвигаться? Ну, летом я максимально на нем развивал с горочки 49 км в час, а по прямой максимально получалось развить 44,5. Это GPS данные. Вот. Ну, такая средняя по городу. Да, средняя по городу получается. То есть, если ехать по проезжей части, то получится скорость потока обычная в центре города с полицейскими лежачими. Какой ресурс у этого самоката? Вот 150 тысяч ты вложил. Сколько километров максимально на нем можно проехать? Это сложный вопрос, даже, можно сказать, не совсем корректный. Это как машина. Вот двигатель можно перебрать, поменять. Кузов можно переварить, заменить. Здесь такая же ситуация. Узлы изнашиваются, и их можно поменять по мере износа. Предыдущий самокат у меня прошел 14 тысяч километров, совершенно не собирался в утиль. Поэтому трудно сказать. То есть я думаю, что если проехать на самокате 50 тысяч километров, можно судить. Ну да, после 50 тысяч можно поменять ему деку. Или там выкинуть мотор и поставить новый. Но пока никто не проехал такое большое количество километров, чтобы сказать, сколько ресурс у данной модели. Но если сравнивать с автомобилем, то, наверное, так. Сколько стоит техобслуживание? И делаешь ли ты его сам или в какие-нибудь, я не знаю, дилерские центры отвозишь? Ну, так как я имею собственную небольшую мастерскую по ремонту и тюнингу данных аппаратов, то ремонт в основном делаю сам или коллеги, если мне некогда. Но обслуживание такое текущее, в общем, способен делать сам. И у этой модели, что мне нравится, у нее износ в основном только подшипников и резины. Каких-то прям явных еще есть расходник у него пластиковая втулка 8-гранная, тоже достаточно регулярно надо менять. Но и при моем пробеге в 1000 километров в месяц приблизительно я меняю подшипники раз в 2 месяца, то есть через каждые 2000 километров. Резина меняется через 4 месяца. Резина просто в розницу где-то стоит около 3000 рублей. Одна покрышка, тут их 2.
И подшипники где-то комплект 500 рублей. На каждое колесо по 500 рублей. Вот. Если сервисмен будет менять, то любой из этих, резины или подшипники, стоит 1000 рублей работа. То есть можем подытожить, что в районе 6000 раз в 2-3 месяца придется потратить. Это смотря как ездить. Если как я маньяк езжу, то да. А большинство... Если использовать как автомобиль. Если как автомобиль, то, наверное, приблизительно в такие деньги выйдет. Да. Пока это не назовешь, что дешево, но если учесть стоимость владения автомобиля... Я уверен, что дешевле, потому что проводил исследование стоимости затрат на электроэнергию и вот расходников, и мне выходило дешевле, чем обслуживать автомобиль значительно. Поскольку это все же электрический самокат, сколько можно проехать максимально километров на одном заряде? Ну вот так, чтобы понимать, что ты вернешься из того места, куда уехал. И где заряжать, и как долго? Но если говорить о кастомной батарее, которой я пользуюсь, то она способна вести самокат 80 километров с той скоростью, которой я предпочитаю ездить летом. И 60 километров ее хватит зимой, учитывая дорожное покрытие, шипы и все такое. Блок питания, опять же, специализированный под эту батарею сделанный. Он способен ее зарядить за 3 часа. Вот. А заряжать можно где угодно, где есть розетка. Это может быть общественная розетка, МЦК или кафе. Зашел кофейку попить на полчасика, и вот тебе уже хватило на дорогу. А блок питания с собой надо брать? Да, блок питания в этом случае нужно возить с собой. Он весит порядка 800 грамм, ну и занимает достаточно приличное еще и место в рюкзаке. Какие поломки происходят чаще всего? И, предположим, если самокат сломался в пути, возможно ли его отремонтировать какими-то подручными средствами и продолжить путь? В пути редко что случалось, системы никакой нет. Это может и проводочек отвалиться от фары, и ты оказался без света, или пластиковая втулка вдруг развалилась. Ну, редко что случалось. Как-то сломался, отвалился фонарь у меня задний в пути, но у меня с собой оказалось несколько стяжек, притянул их к крылу и как-то доехал до дома, починил. Но если что-то серьезное вдруг случится, то можно его просто сложить. Если рядом оказался с метро, сесть в метро и доехать домой, вот, либо вызвать такси. Но опять же, так еще не происходило за все время эксплуатации. Какие-то поломки происходили, но они не настолько критичны, чтобы перестать двигаться. Даже как-то мотор у меня передний отказал, и просто перетерся провод, слишком маленькое отверстие ему оставил. Ну вот, и передний мотор отказал. Я доехал прекрасно на заднем моторе. Когда ты сюда подъехал, на тебе была защита на ногах, на руках, перчатки, шлем. Все это тоже стоит, наверное, приличных денег. Ну, здесь я подошел основательно. За 3 года катания я четко сформулировал, что необходимо купить. Проводил тоже, опять же, эксперименты, что-то не подошло, искал более подходящее, комфортное и так далее. На лето это обязательно нужен шлем с забралом, то есть лучше даже мотоциклетный. Наколенники тоже подойдут и роллерные, но лучше, опять же, мотоциклетные. Они с шарнирами, удобные. Вот. Наладонники обязательно. Налокотники по желанию. Они как бы рекомендуются, но в основном падаешь, если то на ладони и на колени. Стоит 11 тысяч. Для зимы, помимо перечисленного, еще и требуется термокостюм с электроподогревом. Потом еще к нему нужны стельки с электроподогревом, перчатки с электроподогревом, 2-3 куртки на разные температурные режимы. Что плюсуем 45-50 тысяч рублей. Дорого, возможно, но, как я люблю говорить, охота пуще неволи. На мой взгляд, ты выглядишь как космонавт или некий человек из будущего. Как прохожие реагируют, когда видят такое нечто передвигающееся, да еще с такой приличной скоростью? Ну и наверняка ты же не снимаешь это все, когда заходишь в электричку, в общественный транспорт. Как охрана реагирует, пропускает ли тебя? Ну, иногда очень смешно получается. Прохожие иногда реагируют на меня неожиданным образом, кричат что-то вроде там «О, боже мой!» и вздрагивают. Иногда нецензурно могут выматериться, от неожиданности.
И я как бы предупреждая эти реакции, выработал некоторые действия профилактические, когда человек идет, он в своих делах, в своих мыслях, там, в телефоне, и чтобы не создавать ему стресса, я могу либо посигналить за 100 метров, там, что что-то приближается, чтобы как-то обратить на себя внимание. Если я приближаюсь сзади, то я сбрасываю скорость там, до 15 км в час, чтобы не проноситься мимо прохожего, а как-то раньше на 30 несся и прям слышал сзади, как человек скрикивал там и матерился тебе там вслед. Вот, и как-то нужно немножко учитывать и уважать прохожих. Охранники обычно просят оставить самокатом на хранение, но я вежливо отказываюсь и веду его с собой. При заходе в транспорт я снимаю, после того, как зашел уже, снимаю шлем, маску и, в общем, никого не смущаю тем, что я так выгляжу. Иногда, бывает, прохожие задают вопросы такого плана, делают удивленный вид и говорят, а зачем тебе шлем? Но когда я чувствую, что это вопрос с такой издевающийся такой, то я отвечаю, что что-нибудь в голову туда придет, что мечтал о мотоцикле, мотоцикла нету, зато себе шлем купил. Или что у меня есть справка из психбольницы, разрешающая мне носить шлем. Вот, что-то в этом роде. Вот сегодня, несмотря на то, что весна, все равно приличный мороз, снег лежит. Если сравнивать с автомобилем, нужно ли какая-то подготовка, прогреть аккумуляторы или еще что-то? Нет, ничего такого не требуется. Мы же выходим из теплого помещения. Ничего прогревать не следует. Включил, встал и поехал. Единственное, что если используешь самокат со встроенной батареей, неутепленной, то с мороза, когда возвращаешься домой, следует прогреть его до комнатной температуры, то есть не включать зарядку. То есть подождать час-другой, чтобы самокат принял, так сказать, температуру окружающей среды, и после этого тогда заряжать. Это тогда безопасно для батареи. А летом в жару не перегревается? Нет, в жару не перегревался, хотя у меня было такое беспокойство, что моторы слишком горячие. Как-то я все переживал за эту тему, особенно в 30-градусную жару. Но ничего не произошло. Я вскрывал потом моторы, и с ними все было в порядке. То есть греется существенно, но, видимо, в пределах нормы. Предположим, ты приехал в какой-то магазин, а там распродажа. Глаза разбежались, ты накупил всего-всего. Сколько максимально можно взять груза с собой? При весе ездока 80-90 килограмм, больше 30 килограмм лишнего груза — это уже экстремально. Это можно раньше времени вывести из строя, допустим, пружину амортизатора. Как-то я перевозил 67 килограмм, и потом заметил, что как-то жестковато и низковато едет самокат. Как раз у него сломалась задняя пружина. А весь груз, получается, в рюкзак надо Нет, с собой зачем брать? же? Можно. У нее же прекрасная дека, огромной площади полезной. Туда можно 40 на 40 коробку прицепить просто стяжкой какой-то транспортной, или даже две такие коробки друг на друга поставить. Я так и делал. А если использовать самокат просто как электротележку, а самому идти рядом? Да, там можно. Я грузил так 160 килограмм на нее один раз. И это общий вес вместе с самокатом. Как-то специально взвесил его на весах. Мне было интересно, сколько это. Это было как раз где-то около 160, 159 или 158 килограмм. Но вез это очень аккуратно. Зимой вот здесь ты передвигался по дорожке совершенно спокойно, несмотря на то, что она вся в снегу. А что для этого нужно? Какая-то особая резина? Ну, резина обычная, просто дополнительно зашипованная. То есть без шипов на льду и снегу, в общем-то, делать нечего. То есть если я так всю зиму, все зимы предыдущие так и спокойно себя чувствовал, даже, я бы сказал, более уверенно на льду себя чувствуешь, нежели, допустим, летом по мокрой дождливой дороге. То есть сцепление даже лучше получается. А как в дождик быть? Распаковывать какой-то плащ, чехол, зонтик? Ну, от дождя спасает герметик. Конечно, от лужи по колено я бы не стал бы сильно рассчитывать, что он спасет.
Но от любого проливного дождя герметик вполне справляется. То есть не было проблем у меня с ним. А сам как защищаешься? У меня с собой всегда комплект дождевые штаны и дождевик. То есть как закапало, быстренько достал из кармана, нацепил и поехал дальше. Вот такой интересный момент. Ты вроде пешеход и ездишь по общественным дорогам. Я видел, даже обгоняешь электрички, автобусы. Какими правилами ты руководствуешься? Как автомобилист или как пешеход все же? Но по ПДД я являюсь пешеходом. Хотя иногда выезжаю на ПЧ, прикидываюсь велосипедистом. Но стараюсь, в общем, соблюдать правила именно то, что я пешеход. Вынужден иногда просто выезжать на дороги общего пользования или проезжая часть, когда нет возможности проехать по обочине или нету тротуаров. Вопрос парковки. Есть ли в этом необходимость? Но он настолько компактен и легок, что его можно сложить и занести спокойно в любой офис, поставить под стол. То есть никого не смущает, он занимает настолько мало места. Дома у меня специальный сделан полуящик такой, он в галошницу может влезть по сути, но специально приходит, сделан вертикальный такой ящик, где живет самокат и моноколесо, и занимает прям очень мало места. Удобно, он складывается там и ручки, и сам он, и занимает минимум места. То есть как ручная кладь все время? Да, он все время таким, как ручная кладь. Я даже в ТЦ, когда иногда не пускают, я его складываю, беру в руку, и все, и у них вопросы прекращаются. Как ты рассчитываешь время поездки, время пути до пункта назначения? Как это делают автомобилисты? Открывают карту, прокладывают маршрут и там показывают время. Вот какую кнопку нажимаешь ты? Пешеход, общественный транспорт или автомобиль? Хороший вопрос. В свое время я провел немало экспериментов, пытаясь вычислить идеальное соотношение, потому что не было подходящего такой закладки, которая будет отвечать требованиям. В итоге я выбираю пешехода, прокладывается маршрут, и я время, полученное расчетное, которое выдает программа, делю на 3,5, и получается приблизительное время в пути на самокате. Ну, Москва город такой, всегда пробки, пробки, пробки. Вот как ты с этим обходишься? Беспокоит ли тебя этот вопрос? Как пробки как сами по себе, то есть мешают ли они мне передвижению, нет. Но вызывает беспокойство, когда я еду себе спокойно, а люди стоят в пробках, могут открывать окна и швыряться в тебя либо фразами, либо предметами, просто завидуя, что ты едешь быстро, а они стоят. Ну, понятно, что самокат ты используешь, конечно же, в городе, но, тем не менее, Москва город большой, и дороги бывают разные. Обочины, бордюры, плитки, там, ямы, колдобины. Везде ли ты можешь перемещаться? По большей части да. Единственное, что бордюры раздражают, потому что с них надо, к ним подъезжая, нужно притормозить, аккуратно слезть, потом взобраться на следующий, ехать дальше. И если, допустим, смотришь их там через каждые 20 метров этот бордюр, конечно, это раздражает. Иногда даже плюешь и едешь по ПЧ просто параллельно таким дорогам, где бордюры. Плитка совершенно нормально. Единственное, что в дождь надо поаккуратнее, крены особо не закладывать, чтобы не терять сцепление с дорогой. Ямы надо видеть и объезжать. Их не стоит, в общем, в них попадать, это травмоопасно. Обочина обычно нормально, немного может потрясти, но проехать вполне реально. Конечно, идеально, когда хороший ровный асфальт. У нас, кстати, в Москве достаточно много таких дорог. И я даже специально выбираю иногда маршруты, там, где изучил, что там прекрасные дороги и меньше бордюров. Даже несмотря на то, что маршрут может оказаться на пару километров длиннее, чем другой, но если он более комфортен, я предпочту его. Как вообще могла прийти такая идея пересесть на самокат? Ведь у тебя есть автомобиль, который тебя устраивал, на котором ты ездил, и тут вдруг раз электросамокат. Ну, как мы вначале говорили о том, что я 15-летним стажем водитель, и в последние годы пробки и невозможность где-то паркануть даже за деньги стали, в общем-то, раздражать прям очень сильно. И удовольствие от поездки уже не получается никак получить. Во-первых, и не можешь рассчитать точно время, то
То есть ты вроде сказал, что будешь через 2 часа, а приедешь через 3 часа, потому что пробка непредсказуемая вещь. Вот, и я решил, думаю, надо какую-то альтернативную возможность найти. И стал использовать метро просто. Но опять же, пешком до метро и от метро тоже не нравится ходить. Много времени на это нужно. До метро там дойти 1,5 километра, это 17 минут. Там еще куда-то, это там полчаса. То есть это очень большие потери времени. И электротранспорт рассматривался как альтернатива именно вот это вот, убрать вот это пешеходное время, подскок. То есть и там 3 минутки, 5 минут, и ты в метро. А потом уже там понравилось и решил доработать его до полноценного транспортного средства, заменяющего автомобиль и метро. Потому что в центре метро даже не сесть иногда бывает. То есть я в центре стараюсь не использовать метро в принципе, потому что там, во-первых, лестница, неудобно, сразу неприятно таскать по лестницам, а пандусов там нет. Вот. И очень много людей. Туда просто потеря времени, даже вот на охотный ряд иногда просто полчаса, чтобы зайти только. 3 года ты уже катаешь на этом самокате, это достаточно большой срок. Некоторые меняют автомобиль уже через год. Какие у тебя планы на дальнейшее будущее? Может, это электровелосипед, электромотоцикл, я не знаю, там трехколесный самокат? Я думаю, расширить парк самокатов под разные задачи. То есть иметь тяжелый скоростной самокат типа Дуалтрона для поездок в Московскую область и без транспорта. То есть он способен там 70-80 км в час ездить. Поэтому для каких-то задач можно его использовать. Для повседневных задач вот этот самокат по городу, там в офис зайти и все. И еще третий, возможно, совсем легкий самокат для подскока до метро. Напоследок задам, наверное, такой философский вопрос. Как в целом ты видишь будущее развития транспорта? Стоит ли заморачиваться сегодня вот с электросамокатом или электровелосипедом? Или аккумуляторы вот такие, и это тупик? Компании работают постоянно, разработчики, над аккумуляторами, и уже там есть запатентованные новые технологии с графеном. Вот, и какие-то пару лет подождать, и будут уже более легкие, более емкие, более быстро заряжаемые какие-то аккумуляторы. Но на данный момент даже эти можно использовать. И я вижу, что будет популяризация потихоньку электротранспорта, именно личного. И все будут потихоньку переходить на совмещенное использование и автомобилей, и электротранспорта, чтобы разгрузить транспортную сеть. Будет наверняка какая-то поощрительная программа с точки зрения, какая-то со стороны правительства, чтобы люди старались садиться на, во-первых, экологичный, во-вторых, меньше места занимающий транспорт. Парковка ему не требуется и так далее. Я думаю, что это будет только развиваться еще пару-тройку лет, и уже это не будет казаться транспортом будущего, это будет уже как это банально. То есть уже не будут тебе ничего спрашивать, сколько это стоит, и все будут говорить: о, на каком старе ты ездишь, а вот у меня там новенький такой-то. Что ж, спасибо большое за этот интересный рассказ про такой необычный самокат, пока еще необычный, но все же я его назвал бы транспортным средством. Друзья, подписывайтесь на мой канал, а также подписывайтесь На мой канал. по ссылочке в описании, которая будет. Там вы найдете видео, снятое на экшн-камеру поездок по городу, как все это технически происходит, как обгоняются пробки, электрички, автобусы и прочие интересные вещи, происходящие на улицах города. Спасибо, до свидания. Так, я замерз, а у тебя подогрев? Да? Счастливчик. Я пошел. пошел. А ты поехал. Я пошел, а ты поехал. Счастливчик 2 раза.